Александр Власов – миллиардер, привыкший к роскоши и всеобщему вниманию. У него была собственная яхта, винодельня в Италии и сеть отелей по всему миру. Но все это меркло перед загадочной болезнью, которая внезапно поразила его. Силы уходили стремительно, легкая одышка переросла в мучительную, боль усиливалась, а сознание становилось все более спутанным. Лучшие врачи страны собрались в частной клинике, чтобы спасти влиятельного пациента. Профессора, хирурги, терапевты и даже международные специалисты из Швейцарии и Японии стояли у его кровати, изучали анализы, проводили бесконечные исследования, но диагноз так и не был найден. Аппаратура не показывала ничего серьезного, а организм Александра продолжал сдаваться. На обследование были потрачены огромные суммы, но один за другим врачи покидали палату, качая головами. Каждый считал, что сделал все возможное. Александр лежал и смотрел в потолок, осознавая, что миллиарды ничего не значат, когда тело предает. Однажды утром, когда смена закончилась и в палате воцарилась тишина, появилась женщина в синей форме уборщица. Никто ее не замечал раньше, она была незаметной тенью в больнице. Она подошла к кровати, увидела в глазах мужчины страх и усталость и молча поправила подушку, провела рукой по лбу, вытерла пот, который давно никто не замечал. Хотя она не была врачом, годы работы научили ее видеть больше. Что-то в его дыхании, взгляде и дрожи рук подсказало ей, что причина не в органах, а в окружении. Она направилась к вентиляционной системе и случайно заметила, фильтры в палате давно не менялись. Плесень, пыль и аллергены медленно душили Александра день за днем. По ее настоянию систему вентиляции полностью очистили. Несмотря на удивление врачей, она добилась своего. Уже через сутки дыхание Александра стало легче, температура спала, сознание прояснилось. Через неделю он смог встать. Врачи не могли поверить, что все оказалось так просто. Не лекарства и дорогостоящие процедуры, а внимание и забота незаметной женщины спасли жизнь миллиардеру. Ее никто не наградил и о ней не писали статьи, но Александр запомнил ее навсегда. Когда он покинул клинику, первым делом он решил создать фонд помощи младшему медицинскому персоналу, потому что именно они, часто оставаясь незаметными, творят чудеса. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.